Версию без полосок клубничку вы найдете в Бусти и Телеграме. Небесный свет озарял суровый и притягательный лик нашей героини. Наемница прибыла в опасный город. Но, казалось бы, не было тех сложностей, которые она не смогла бы преодолеть. Минуточку, а где ее трусики, товарищи? Вопрос, конечно же, риторический. История начинается с того, что рыженькая красавица прибывает в город, который я понятия не имею, как вообще снимать, так как на каждом шагу, я подчеркиваю, на каждом шагу тут кого-то подвергают любви. Одна ошибка и до свидания канал. Но рожден для риска и все такое. В общем, старителя эту игру мне часто придется отключать звук, потому что город наполнен какофонией сладострастных охов. Да таких громких, что даже церковный колокол перезвенеть их не сможет. А так, тут есть отличная озвучка. В чем же прикол? Почему вроде все шпилятся, а лица такие хмурные, будто завтра грядет апокалипсис? Почему в голове нашей героини по имени Альда сидит демонесса и чисто Яндекс-поисковик нашептывает ей разного рода непристойности? Не фэнтези, а сплошная мечта. Что происходит, пока непонятно. Первое, что я делаю, знакомлюсь с комендантшей. И пусть, друзья, не обманывает вас ее внешний миленький вид, ибо мы по одной из сюжетных веток попадем в такую передрягу, что Альдуля точно проклянет своих создателей и за отсутствующие трусики, и вообще за то, что сделали ее главной героиней такой игры. Все клубничковые сцены ее сожаления я записал, и видно, что авторы себя не жалели, когда создавали их, очень старались. Не случайно анимации так нахваливали в отзывах, я убедился в этом лично. В игре есть фоторежим, и я записал даже те сцены, которых нет в галерее. Подобно неутомимому китайскому роботу-малышу, я запылесосил тут все, на что можно посмотреть. Так что вырезанный контент милости прошу. Так что ж все-таки не так-то с этим городом? А все как всегда. Разработчики нахуевертили очередную безумную идею, а мне как-то надо подогнать это все под стройную теорию, которая бы все объяснила. Как я понял, власть в городе взяли церковники, но в отличие от классических попов, они особо не стесняются. По кельям не прячутся, а наказывают грешниц прямо посреди улиц. Но цель Альды не изменить этот противоречивый мир. Ей нужно встретиться с мужиком по имени Маркус. Он, как и она, представитель наемнической гильдии. Прежде чем добраться до Маркуши, мне предстояло пройти невольничий рынок. И как только я в него вступил, челюсть у меня упала вместе с FPS. Продают они рабынь, сдают в аренду, совершают некий культ, или в чем же состоит великий церковный замысел, пока неизвестно. Но по ходу дела, даже по их средневековым фэнтезийным меркам, такие делишки немножко зашквар. И увиденное даже слегка покоробило бывалую воительницу Альду. Но вякнуть против тут вообще никто не смеет. Все-таки, несмотря на отсутствие трусиков, чувствовал, что есть в Альде, ну не то что прям честь и принципы, боже упаси, все-таки она наемница, но есть в ней некое достоинство. Встреча с Маркусом проходила в трактирной, прямо напротив памятника Дарту Вейдеру. Колоритный бородатый друган нас уже поджидал. Выпив пивасика и прорыгав третью симфонию Бетховена, он пошел обниматься. Слышь, ты женись вначале. Оказывается, у Альды было задание принести кулон. Честно скоммуниженный и явно не из дешевых. Тот, кто им владел, вряд ли собирался так просто расставаться с драгоценным камушком. Когда же Маркус спрашивает, были ли проблемы Лили, Альда отвечает, ничего такого, с чем я бы не справилась. То есть она слишком крута, чтобы вдаваться в подробности. Чуете, чем пахнет? Да это же дух сильной женщины. После жральни мы узнаем, что здесь Альда не просто так. Она на задании. Лиза, наша нанимательница. Она передала нам свиток, который мы должны отдать девушке по имени Фиона. Вы уже могли заметить ее. Она послушница в этом храме. Старый друг Маркус предлагает нам прилечь отдохнуть, дескать, все оплачено. Мотай время сколько хочешь. Я поднимаюсь на второй этаж в надежде обчистить комнату Маркуса. Но тот предусмотрительно закрыл замок и ничего стащить не получилось.
Проснувшись ночью, мы встречаемся с той самой Фионой, которой должны передать свиток. В диалоге мы осознаем, до какой устрачки красноволосая дива напугана. До полной! Она очень боится, что ее спалят, так как то, что мы видели на рынке, это цветочки в сравнении с тем, что творят с рабами в закрытых помещениях. И в этом мы сами убедимся. Мы передаем Фионе спецсвиток, с помощью которого она должна забрать нечто, что принадлежит Лизе. Что это? Непонятно, не сказала. Насколько я понял из диалога, Фиона что-то вроде агента, без прикрытия. Но нервы у нее на грани. Альда говорит, спалят же тебя окаянную, как педать расколешься, может пора валить? Но у той долг, она не может. И тут важный нюанс. Альда решает ей помочь. Во-первых, ей не нравится церковь и их прилюдные эротические проповеди. Плюс отношения к наемникам у церковников явно недружественные, в чем мы убедились, поговорив с кошечкой. Втихаря насолить рисоносцам для Альды это святое дело. Она девка резвая и рисковая. А во-вторых, наша героиня явно недооценивает могущество этой конторы и ее возможности. А может и дооценивает, но ее это просто не смущает. Фионе, чтобы продвинуться по карьерной лестнице, да потом с Петри, что она там задумала, для этого ей нужно будет, цитирую, расплавить эльфа, что звучит как-то вообще недружелюбно. Но насколько я понял, имеется в виду не сжечь его в печи, а выжечь мозги, чтобы они стали послушными рабами. Судя по ушкам, Альда тоже эльф. Я, конечно, ни на что не намекаю, но вообще-то она потенциальный кандидат на очищение. Вообще прям ни разу не намекнул. На следующий день я в предвкушении мчался к церковной лавке обсуждать с Фионой план изощренной подставы. Как вдруг меня перехватывает некая провидица и заявляет: «Я знаю, что ты делала прошлым летом, и о ваших делишках тоже ведаю». И далее поперли угрозы. Но не нам, а с понтом. Ох, как непросто бедняжке Фионе придется, когда я вас солью, и все церковники узнают о враге народа. Но они могут и не узнать. Если ты, Альдульчик, будешь хорошей девочкой, и у нас выбор: отдаться шантажу или же послать ее нафиг. Ужасно не хотелось подвергать опасности честь Альды, но ради Фионы, иначе бы не пошел, ради Фионы я зашел таки в таинственную кабинку, невольно ставя ту самую честь Альды под внушительный вопрос. Магичка предложила наемнице проверить крепкость своих коленочек и одеть ошейник, а потом, глядя на нас, стало, ну вы поняли. Не то чтобы после всего увиденного в городе это как-то удивляло, можно сказать, это почти стандартное приветствие, но если бы только этим все и ограничилось. Шантаж-то продолжился, она подзывала нас еще пару раз, и с каждым новым вызовом в коптерку задания по выгораживанию Фионы становились все шантажнее и шантажистей. Впрочем, провидица не спешила переходить тонкую грань, она наслаждалась игрой со своей жертвой, с милашкой Альдой. К облегчению героини и к моему огромному разочарованию данная ветка пока что заканчивается. Но это только одна ветка, ведь есть и вторая. Если мы зайдем в подозрительно стоящую на улице клетку и глотнем еще более подозрительный фиолетовый растворчик, то Альду заколбасит и безудержно потянет к клубничке. Эту игру делали те же разработчики, что выпустили третий кризис. И если я не ошибаюсь, там целый город сидел на этой синьке, отчего у всех мозги немножко-то и съехали. Так и произошло здесь. Хуже того, Альду палит стражник. Она, между прочим, украла церковное имущество. Наша наемница попыталась договориться со стражником, высосав у того прощения, но тот, будучи высосанным, все равно не простил. И мы оказываемся в лапах церковников. Им нужен был только повод. И вот, они его получили. Птичка попала в клетку. Игра и без того темная, но тут так темно, что пришлось выкручивать свет на максимум. В подвалах церкви та самая кошечка Лемара оглашает нам предстоящую программу. Мы можем возразить ей, приведя доводы, дескать, наемники не простят, не забудут, найдут, отлюбят, и тогда, шипя, Ламара отпускает нас с миром. Но это не наш метод. Мы будем внедряться в глубину их организации в качестве подопытных
опытной. Впрочем, программа по расплавке мозгов у церковников довольно стандартная. Они подсаживают на фиолетовый мед. Привыкание 100%. Жертве требуется его все больше, и чтобы получить зелье, она готова будет на все. В этой ветке мы постепенно будем наблюдать, как некогда крутая боевая Альда начнет все меньше напоминать себя прежнюю. Охранники будут позволять себе все больше, а достоинство героини будет становиться все меньше. Лимара с каждым новым днем все рьянее начнет прогибать нас. В этом плане она на удивление изобретательна. По некоторым послушникам, что находится здесь давно, мы сможем предсказать, какой итог ждет Альду, а потом и увидеть его. Я готов был пройти по этому пути до конца, достичь дна Днинского, но угораздило ж меня заглянуть через клеточку, полюбоваться, что ж стало с другими нашими коллегами. И, к сожалению, игра сломалась. Она вообще довольно ломучая. Никакие сохранения мне не помогли. Нужно было начинать ветку сначала. А так как сцены здесь не мотаются, а длятся по несколько минут, и их немало. Поэтому я забил и чисто запечатлив галерею, выяснил, во что превратится Альда. Крайне печальный итог. То, что она начнет вытворять ради очередной дозы, настоящая Альда на такое не пошла бы никогда. Наверное. Разве что очень поуговаривать пришлось бы, и только по взаимной любви. Самое веселое, что записать галерею было не так-то просто, так как игра при заходе туда, в галерею, каждый раз стабильно ломалась, и приходилось много-много раз перезаходить за каждой сценой. Честно говоря, мне куда интереснее было бы сыграть в положительную ветку, назовем ее так. Может, потому что я это уже посмотрел, не знаю. Но в альтернативной реальности Альда Вангую не должна будет превратиться в тупую бимбу. Она сохранит свою личность, и даже если сцены не будут такими жесткими, данная ветка даст куда больше простора для сюжета. Как я узнал, Эракин разрабатывался сперва на Unity. Мне стало интересно, а как же выглядела игра не на Unreal? А вот так. Все действия повторяются. Героиня прибывает в город. Город поменьше, солнышко немного другое, и вообще все выглядит мультяшно. Зато нет безумной темноты, и яркость монитора не надо выкручивать. Локации более компактные. И я не могу сказать, что Unreal на данном своем этапе в игре однозначно уделывает Unity. Во-первых, мне кажется, есть в этой мультяшности свой шарм. Тот же рынок сделан гораздо лучше. Он компактнее, больше деталей. Не просто прямоугольная коробка с комнатами. Дизайн здесь однозначно интереснее. Как и на поздней версии, нас встречает Маркус. У нас такое же задание, поэтому ночью мы тет-а-тетимся с Фионой. Более того, они частично успели сделать темный рут. Выпив зелье, Альда тоже проходит через лысую любовь и попадает в церковный подвальчик. И вот в этой локации, я думаю, выигрывает Unreal, так как место там куда мрачнее, и атмосфера ужаса передана лучше, чем в Unity. Наверное, где-то на этом этапе разрабы перешли на Unreal, так как по темной ветке сцен больше нет. Хотя на взломанной патреоновской версии есть сцена уединения с торчащими из стены резиновыми друзьями, а также есть урезанное стояние на коленках в будке провидицы. И все. В коллекцию я это тоже занес. Игра, конечно, потенциальная бомба. Если накинут не совсем тупой сюжет, лично мне очень интересно будет узнать, что там произойдет с Альдулей дальше. Тем более, что третий кризис-то до выпуска дожил. Есть надежда, что и Эракин доживет. А почему, кстати, игра так называется?